Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Вышли данные по SOTUS FTSE. Сейчас мы их рассмотрим. Помимо этого, рассмотрим, какие события произошли, что сегодня ждать и какие предполагаются движения по ключевым активам. Итак, то, что касается сегодняшних событий. Важная макроэкономическая статистика начнется с 5 часов. Продажи на вторичном рынке жилья США. И далее выступление главы ФРС Пауэлла, которое будет в 9 вечера. Так, ну и вот недельные запасы сырой нефти по данным института API. То, что касается России, Фосагро сегодня внеочередное собрание акционеров. По Киви закрытие реестра для выплаты дивидендов. Юнипро тоже закрытие реестров. Газпром сегодня совет директоров. И Магнит тоже совет директоров. Так, ну что касается глобальных новостей, Пауэлл обновляет прогноз по инфляции. Так, ну вот сегодня слушания в Конгрессе будут проходить. И, соответственно, по мнению Пауэлла, с инфляцией ничего страшного. По мере того, как будет в Соединенных Штатах приходить в баланс спроса и предложения, ожидается, что инфляция перестанет так расти, вернется в среднем по году к цифре 2%. Ну, опять же, то есть, по его мнению, это временная разбалансировка, которая скоро будет устранена в связи с тем, что Америка быстро восстанавливается, высокий процент вакцинации и ничего страшного не происходит. Но и здесь получается палка о двух концах, потому что, с одной стороны, если восстанавливается экономика, это хорошо, это значит будет расти ВВП, доходы населения и так далее. Но с другой стороны, то, что экономика восстанавливается, прогноз благоприятный, то, соответственно, это приводит к тому, что надо сокращать меры поддержки, то есть увеличивать процентные ставки и, соответственно, уменьшать выкуп активов. Ну, собственно говоря, вот о чем и заявил один из директоров ФРС Каплан, о том, что надо постепенно сворачивать выкуп активов. Так, но то, что касается ситуации в Китае. Китайское правительство ограничивает квоты для частных нефтеперерабатывающих заводов. Ну, любое ограничение квот, это ограничение рынка, это, соответственно, приводит к тому, что возникает дефицит и начинают расти цены. Но здесь вроде бы то действие, которое предпринимает китайское правительство, оно связано с тем, что они борются с неуплатой налогов этими самыми частными нефтеперерабатывающими заводами. Но и здесь, по сути, такие действия, они могут привести к тому, что начнут расти цены, и, соответственно, китайская продукция будет сильнее дорожать. Так, ну а вот в России регистрируется значительный рост продажи электромобилей аж в 7 раз с начала года. Но пока все это мелочи, потому что здесь для того, чтобы электромобили ездили везде, необходимо создание соответствующей инфраструктуры. То, что уже в Америке сделано благодаря компании Tesla. Так, ну вот в США новая проблема, так называемый дельта-вариант коронавируса. Он в Южных Штатах набирает обороты. В Южных Штатах до сих пор остается ощутимый процент тех, кто не вакцинировался. Они очень скептически относятся к этой процедуре. Вот. И здесь, ну, конечно, может быть какой-то всплеск новый, но с учетом общего процента привитости, я думаю, для Соединенных Штатов это особо большой угрозы не представляет. Так, давайте ковидную карту посмотрим. В мировом масштабе количество новых случаев выходит на донышко локальное. То есть пока вот преодоление некого порогового значения не происходит. Если его не происходит, это чревато тем, что здесь будет накопление и движение к новому максимуму. А с чем это может быть связано? Это связано с тем, что так называемые страны, которых относят к третьему миру, в них процент вакцинированности населения невысокий. И, соответственно, это может привести к тому, что попадают новые штаммы коронавируса, индийского, который считается самым злостным. И, соответственно, это может привести к тому, что там начнется значительный рост. Текущая ситуация по странам. В Бразилии опять пошел рост, в России тоже опять пошел рост, уже близко к 20 тысячам. Это связано с попаданием индийского штамма и с низким процентом вакцинированных. Сейчас также наблюдается новая попытка роста в Великобритании. Ну, в Соединенных Штатах, несмотря про новость о Южных Штатах, там ситуация пока
достаточно приемлемый, никакого ощутимого роста новых случаев не происходит. Проблема то, что во многих странах низкий процент вакцинирования приведет, скорее всего, к тому, что здесь будет очередной локальный минимум, который приведет к росту. Ну и по поводу вакцинированности, то есть можно ли, допустим, взять всех вакцинировать, всюду развести, там по Индии, по другим странам, по России. Я думаю, что здесь вопрос вот какого-то разового оперативного воздействия, он будет неэффективен. Почему? Потому что эти вакцины действуют в течение 12-24 месяцев. Соответственно, эта процедура должна будет проводиться повторно. Если в силу отсутствия, скажем так, инфраструктуры для оперативного вакцинирования, соответствующего подхода со стороны людей, органов власти, который способствует тому, чтобы этот процесс непрерывно и быстро протекал, то разовая какая-то акция там, или принуждение к вакцинированию ничего не решит, и через 12-24 месяца рост заболеваемости новых случаев может опять же повториться. Так, друзья, давайте перейдем к анализу СОТ СФТС. Вот это то, что касается нефтеграфик. Голубенькая линия — это позиции нон-коммерсов. За прошедшую неделю произошло увеличение лонгов у нон-коммерсов. Небольшое, но здесь как бы определенная тенденция на рост, она прослеживается. И что мы видим? Мы видим, что по сути новая волна роста, она возобновилась, если смотреть недельные таймфреймы и что происходит в зависимости от изменения позиций СОТ СФТС у нон-коммерсов. Текущая неделя, она указывает на то, что рост весьма вероятно будет продолжаться. Цены здесь другие, они не 74, потому что WTI. Ну и на этой неделе весьма вероятно по бренду будет попытка закрепиться на 75,6. Это такое промежуточное значение, на котором, если закрепляемся, следующая цель будет в районе 94. Так, далее природный газ. Здесь ситуация обратная. Нон-коммерсы делают ставку на то, что природный газ будет проседать. Пока такой тенденции нет на проседание цен на природный газ. Но здесь два варианта возможно развития событий. Либо сейчас все-таки цены на природный газ начнут проседать, и нон-коммерцы ошиблись здесь или не дождались. Либо если будет пробит определенный порог, то это может привести к значительному росту цен на газ, потому что вот все эти товарищи, которые сделали шорты, открывали, они будут находиться в шортах до какого-то момента, а дальше их они начнут закрывать или их маржин-колить начнет. И, соответственно, это может привести к импульсному, очень сильному росту цен на газ. Ситуация с газом пока не до конца ясна, потому что, несмотря на то, что лето и спрос, и цена на газ должна падать, есть значительный дисбаланс в спросе и предложении. И поэтому по газу здесь пока, я думаю, борьба этих двух факторов, она будет продолжаться. Так, друзья, далее золото. По золоту идет небольшое снижение лонгов. Не верят пока в золото и не делают ставку на восстановление. Но опять же, должен обратить внимание, что вот это снижение, которое произошло, оно пока что не критично. То есть здесь вот напрашивается повторение вот этого сценария, даже в более сжатом виде, когда здесь после какого-то колебания вполне может развиться движение на лонг. И, соответственно, это будет говорить о том, что весьма вероятно будут расти цены на золото. Сегодня еще посмотрим, что там с разъяснениями Пауэлла будет. Потому что здесь, если какие-то новые негативные слова будут сказаны, то, в общем-то, рынки может поштормить и начнут из всего подряд выходить. Но с учетом того, где будет происходить общение, я думаю, все-таки Пауэлл будет предельно осторожен. И все плохие прогнозы и слова, они будут, если, скажем так, не превращены в голубиные, то, скорее всего, тогда будут не произнесены. Поэтому та встреча Пауэлла, которая на сегодня предполагается, там, скорее всего, негатива никакого не возникнет. Так, друзья, далее серебро. По серебру обратная ситуация. По серебру спекулянты наращивают лонги. Так, далее медь. По меди пока идет выход и снижение лонгов. Но здесь ситуация заключается в том, что китайское правительство, которое начало и хочет продолжать бороться с инфляцией очень активно, оно, скорее всего, в наибольшей степени и воздействует, и будет воздействовать на цены на нефть. Потому что
на медь. Потому что медь это все, что связано с производством электроники. Медь она повсюду. И контакты, и провода, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, продажа стратегических запасов нефти, она меди, оговорка по Фрейду, она в наибольшей степени будет вызывать снижение цен. Так что медь здесь цель номер 2 в политике китайского правительства по снижению цен на сырье. Да, есть еще железо и железная руда, но медь проще накопить и сформировать по ней существенные запасы. Соответственно, ее значит больше, ее можно больше распродать. Так, далее палладий. По палладию спекулянтов незначительное снижение. Но оно в пределах флуктуации, я думаю, это мало о чем говорит. Платина. Здесь ситуация такая же, как у палладия. То есть здесь консолидация, судя по всему, будет по платиновым металлам. Так, друзья, далее S&P. Ну, здесь небольшое снижение, но опять же в пределах погрешности. Здесь, ну, судя по всему, эта неделя пройдет под знаком боковика. Так, далее NASDAQ. По NASDAQ у спекулянтов немножко увеличивались шорты. Ну и, соответственно, спекулянты на этой неделе делают ставку на то, что индекс NASDAQ будет проседать. Так, друзья, ну SOTOS FTC, они работают более стратегически в течение недели. Давайте рассмотрим краткосрочные движущие силы. Это позиции на фьючерсах по РТС, акциям и другим активам. Так, вот по РТС здесь снижение лонгов у юридических лиц. То есть делается ставка на то, что по РТС будет сегодня коррекционный откат. Но с учетом растущей нефти, наверное, все-таки скорее боковик, чем откат. Так, далее ВТБ. Здесь ставка на то, что ВТБ сегодня откатится. Мне кажется, это все-таки позиция связана с хеджированием. И, наверное, все-таки ВТБ сегодня будет либо в боковике, либо расти. Так, далее Сбер. Здесь ставка на то, что Сбер сегодня будет проседать. Но действительно, по Сберу там то движение, которое произошло, оно требует некоего коррекционного отката и тестирования 309,5. Но опять же растет нефть, и поэтому пока непонятно, какая здесь будет динамика. Но мне кажется, все-таки с большей степенью вероятности хотя бы короткое движение вниз должно быть с тестированием 309,5. И потом, если не произойдет пробоя, то уже пойдет нормальное движение наверх с попыткой потестить верхнюю границу текущей проторговки. Газпром, ну здесь тоже ставка на коррекционный откат. ГМК, здесь тоже ставка на коррекционный откат. Так, сишечка доллар-рубль. Здесь ставка на боковик, на то, что будет консолидация. Так, а вот по евро-рублю ставка на то, что рубль к евро будет укрепляться сегодня. Евро-доллар, ставка на рост евро против доллара. Ну такая не очень она активная. Золото, здесь ни туда, ни сюда, боковик. А по нефти ставка на рост. Так, друзья, возвращаясь к SOTOS FTC, валюты я забыл рассмотреть. Давайте вот посмотрим. Британский фунт. Но здесь ставка на то, что британский фунт будет к доллару на этой неделе укрепляться. Так, по канадскому доллару ставка на боковик. Евро, исходя из того, какое движение было на предыдущей неделе, вот эти данные зафиксированы накануне 16 июня. Соответственно, 16 июня был провал. Но, тем не менее, все равно высока вероятность того, что евро на этой неделе отскочит и попробует закрепиться. Японская иена, ставка на ослабление японской иены. Так, ну и далее индекс доллара. По индексу доллара перешли из лонговой зоны в шортовую зону. Да, эти данные, они сняты 15 июня. 16 июня было резкое движение. Но, тем не менее, если опираться на статистические данные, то все равно на этой неделе высока вероятность того, что будет коррекционный откат по индексу доллара. Ну и по крайней мере тестирование 91,5 и попытка на нем закрепиться. Так, ну и вот фьючерс на биткоин. Здесь идет постепенное сокращение шортов, но на прошлой неделе шорты начали наращивать. Но с учетом того, какое количество позиций, здесь, я думаю, здесь просто кто-то хеджировал. То есть здесь, скорее всего, не было никакого тайного умысла, хотя, может быть, и действительно кто-то знал, что криптовалюта будет проседать, потому что ничто не растет до небес, и, соответственно, таким образом заработал денежку. Но я думаю, все-таки, скорее всего, это какое-то хеджирование было. Так, ну и то, что касается позиции по российскому рублю.
Но здесь идут колебания в пределах 1-2 тысяч лонгов. Я думаю, здесь этот показатель он не работает, потому что какие-то изменения начинаются либо при пересечении нулевой линии, либо при значительном росте, выходе на уровень там 10 тысяч контрактов, лонг или шорт. Пока такого не происходит, здесь, соответственно, никаких ожиданий у американских спекулянтов на тему рубля, судя по всему, нету. Так, что касается сегодняшнего дня, китайский фондовый рынок сегодня находится в боковике, он отстаивается, но здесь вот это движение, которое происходит уже 5 торговых сессий, оно весьма вероятно ведет к коррекционному отскоку. Так, друзья, далее индекс доллара, хорошо, он вчера пошел вниз, вот, но то, что он сегодня не продолжает пока эту дорогу на 91,5, это не очень хорошо. Здесь критичный момент какой? Пробитие вот этой верхней планочки 92,4. Если она происходит, следующая цель 93,15 будет молниеносно достигнута. Ну и сегодня ждем, что будет тестирование и пробой 91,8 и уход в район вот этого сильного уровня. Так, ну по Виксу вчера просто шикарно открылись, 19,5 закрылись, пробили. Вот, и сегодня ждем удержания 19,20, 19,5. Если здесь пробоя не будет, то значит рынок пока успокоился и пришел к тому, что будет консолидация на хаях продолжаться. Так, S&P, ну вот, вчера видите, какая красотища произошла. Все это дело перемололи, которое было накануне. И на текущий момент находимся мы вот в этой проторговке. Сегодня, судя по вчерашнему движению, должна быть попытка сходить на 4260, вот куда-то сюда. Так, далее давайте эфириум посмотрим. Но здесь беда с Китаем. Они, оказывается, не только за майнеров взялись, но вообще за все криптовалютные операции. Но вот это действительно уже ужас. Потому что китайцы, их много, во-первых. Во-вторых, они очень активно криптой пользуются. А у крипты какая слабая штука есть. Это перевод крипты в фиат, фиат в крипту. То есть, соответственно, если эту операцию пресекают, то нельзя пользоваться криптой нормально, для того, чтобы переводить ее в фиатные деньги и наоборот. Это, конечно, удар, потому что это огромный рынок для крипты. Но здесь и другой момент. Надо четко понимать, что криптовалюта, она появилась и развивается не потому, что просто у кого-то фрики в голове, а потому что это удобно и это новая технология. И подобные действия, они скорее всего приведут к созданию альтернативной платежной системы, которая будет в крипте, и как бы потом правительству Китая не пришлось ломать голову над тем, почему юани перестали быть столь популярны. То есть здесь ситуация очень простая. Если, допустим, говорить и объяснять, почему не надо пользоваться долларами, что там вроде бы враг страшный внешний, это одно дело, но другое дело крипта. Здесь врага нету, здесь людям просто удобно и позволяет решать многие вопросы. Да, это неудобно правительством, но правительство нужно только для того, чтобы людям жилось хорошо. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, 1782, вот эту вот верхнюю границу, вчера прямо в районе нее закрылись. Соответственно, сегодня и завтра, если мы ее удерживаем, у нас отсюда пойдет импульс движения целью 1814. Нефть, но здесь вообще все отлично, идем устойчиво на 75,6, дальше посмотрим при достижении, что произойдет. Здесь единственный риск — это пробитие 72. Если пробитие 72 не происходит, устойчивого пробития, не ложных проколов, как здесь были, то, соответственно, все это будет выкупаться и будут гнать ее наверх. 75,6, если закрепляемся, следующая цель 94. Так, друзья, далее природный газ, недельный таймфрейм. Судя по недельному таймфрейму, здесь все-таки намечается коррекционный откат, у него цель движения 2,9. Американские спекулянты уже давно ждут, когда же газ откатится, шорты наращивают. Вот. Ну и здесь ситуация с тем, что возобновится рост, она возможна только в случае движения наверх и пробоя уровня 3,3. Если такое все-таки происходит, тогда действительно мы получим здесь консолидацию на хаях и потом рост. Но пока больше факторов указывает на то, что будет коррекционный откат в ближайшее время.
Так, друзья, далее серебро. Ну, серебро повторило на прошлой неделе судьбу золота. У серебра все-таки хочу заметить, у него больше перспектив, более интересный этот актив, потому что он несет в себе еще фактическую ценность для зеленой энергетики. Да, вышли из диапазона, который был выше 27-25, но здесь пришли к следующей поддержке, которая находится чуть ниже, вот здесь вот. Переходя от недельного к дневному таймфрейму, здесь у нас разворотная формация совершилась. И поэтому сейчас отсюда начинается постепенно движение. Первая цель 27-25 и потом закрепиться в районе 28,7. Уже немножко цель вот эта верхняя, ну или промежуточная, она сменилась. Какие здесь могут быть негативные варианты? Это, соответственно, коррекционные откаты, пробитие 25,4. Если такое происходит, то следующая цель будет находиться в районе 23,7. Так, ну здесь, если переходить на 4-часовик, то у нас получается здесь обозначен уровень 25,5. Соответственно, вот либо мы сейчас отсюда идем тестить 26,5 и потом, возможно, будет пробой и движение на 27,8 на этой неделе. Либо, если будет откат с пробитием вот этого диапазона, то начинает серебро проседать далее на 23,5. Пока здесь ситуация не до конца ясна, так же как и у золота. Вот. Но тем не менее, здесь, если не будет никакого трэша в части негативных сигналов от ФРС, там их превратных толкований и так далее, то есть все основания для коррекционного отскока сюда и сюда. То есть здесь текущая ситуация по металлам и особенно по серебру, она привязана в частности к тем разъяснениям, которые Пауэлл дал, который будет давать. И вот на этом этапе возможен пробой вот этого диапазона и провал. Если такого пробоя и провала не будет, то по серебру на этой неделе весьма вероятно будет движение вот сюда на 26,6. И потом, если здесь закрепляемся, следующий рывок вот сюда вот в район 28. Так, друзья, евро-доллар. Ну смотрите, вот у нас здесь обозначилась консолидация 1,1921, 1,1840. Соответственно, на текущий момент, если в ближайшие часы не будет пробоя вот этой крышечки 1,1921, отсюда пойдет коррекционный откат. Цель этого отката движение на 1,1865 вот сюда вот. Если нету пробоя 18.41, то все вот эти откаты их выкупают и будут пытаться потестить и пробить вот этот диапазон. Если здесь все-таки будет движение вниз пробоем 18.40-18.41, то по евро-доллару уходим мы искать поддержку, закрепляться вот в этот диапазон, который находится под 1,1791. Так, вот 4-часовик, по 4-часовику сейчас вроде как пошел разворот и намечается движение к нижней границе. Здесь текущая формация такова, что пока больше факторов указывает на то, что это будет временный коррекционный откат, он будет откуплен и отсюда разовьется движение на 1,2. Опять же обращаю внимание 1,1841, если пробивается, то уходим вот куда-то сюда. Так, друзья, далее рубль-доллар застряли вот в этой проторговке. Ну, здесь как бы и хочется и колется. С одной стороны санкции, с другой стороны нефть растет. Ну и, в общем-то, вот пока ситуация получается достаточно неопределенная. Так, переходя на часовик, смотрите, у нас сейчас на утро будет вот этот вот диапазончик 72.97, 73.12. Соответственно, если сейчас наметившееся движение приводит к пробою 72.12, мы уходим на сегодня тестировать 73.35, вот это значение. Если здесь не будет пробоя, то мы либо от текущих значений, либо отобьемся от верхней границы и уйдем тестировать 73. Вот пробой 73, 72, 97, 73, вот здесь вот, приведет к тому, что рубль укрепится и пойдет тестировать 72,8. Такой сценарий пока кажется маловероятным на текущий момент, но я бы его не сбрасывал со счетов, потому что нефть растет, по санкциям там все озвучили, особого ужаса там нету по этим санкциям, это и так было понятно, что их будут вводить.
Вот, поэтому здесь при текущих обстоятельствах, если не начинаются распродажи на мировых рынках, а они, судя по движению S&P, не начинаются пока, все-таки, наверное, даже в большей степени здесь вероятность движения на 73, пробой и тестирование вот этой нижней границы. Но это логичный ход, и он абсолютно в текущих реалиях напрашивается. Проблема только в том, что доллары очень активно стали скупать, кто-то их скупает. Но когда их скупают, это очень часто в ближайшей и среднесрочной перспективе приводит к значительному росту. То есть идут сделки, которые говорят о том, что происходит значительное накопление позиций в долларах. Но на сегодня, я думаю, все-таки более вероятно тестирование вот этой нижней границы 72.97, и в случае пробоя рубль уходит укрепляться в район 72.7, 72.8. Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь ситуация достаточно интересная, потому что с одной стороны вот этот уровень пробили, но его тут же выкупили. Но выкупили так, халатно, без особого энтузиазма. Здесь не закончен цикл движения на 85.5, немножко не дошли. Вот. Но если в ближайшее время не будет повтора с пробитием вот этого диапазона 86.5, 86.8, то, соответственно, на этой неделе мы будем торговаться вот здесь, в этом диапазоне. Если вот этот диапазончик пробиваем, то будет сразу задерг на 85.5, ну а там посмотрим, что произойдет. Так, друзья, далее акции Сбербанк. Позиции юридических лиц указывают на то, что по Сбербанку ждут повторного движения с целью сходить по 309.5 и вот сюда вот к новой нижней границе 306.6. Но здесь как бы четко обозначилась картина, коррекционный отскок, и цель его 316.5. Если переходить к часовику, вот у нас сейчас должна решиться вот эта задача, пробой 310.6. Если здесь происходит пробой и закрепление, нас ждет отсюда цель движения, которая на 315.1 вот здесь вот находится. Если здесь пробоя не будет, соответственно, отсюда пойдет коррекционный отбой. И действительно тогда юрики правы, потому что будет коррекционный откат целью 306.5. Вот это донышко потрогать и попытаться его пробить. Но текущие реалии с учетом позитива на американском рынке, с учетом того, что нефть растет, все-таки, я думаю, более вероятно вот это вот пробитие и уход вот сюда вот. Так, друзья, далее Газпром 4-часовик. Но здесь у нас как минимум идет движение, цель его потестить 280. Цена на газ, конечно, начала проседать. И американские спекулянты делают ставку на то, что газ провалится. Однако движение в Газпроме, оно пока указывает только на то, что он будет расти, что он сейчас потестит 285 и улетит в космос на 294 и потом на 356, по-моему, у него цель. Ну, здесь ситуация, она достаточно прозрачная с моей точки зрения. Если нет устойчивого пробоя 270, ну, был диапазон 270-272, сейчас он сместился на 270. Возможно, меня кто-то слушает. Такое тоже может быть. Но на самом деле здесь вот этот новый диапазон, который возник, если он не будет взят, здесь путь только наверх. Только наверх. Поэтому при отсутствии пробоя и закрепления по 270 Газпром будет только расти, даже невзирая на то, что произошел небольшой коррекционный откат в ценах на газ. Если обвала цен на газ не будет, я думаю, у Газпрома самые радужные перспективы расквитаться за 2008 год, когда его сбросили с 350. Так, друзья, ну вот по поводу Аэрофлота, недельный таймфрейм, там ситуация интересная. Она интересна тем, что Соединенные Штаты одни из санкционных мер могут ограничить полет Аэрофлота в США и вообще по всему западному, консолидированному Западу, так называемому. Не факт, что это будет, но вероятность с учетом озвученных вариантов развития событий, она все-таки имеет место быть. И действительно, если мы опираемся на недельный таймфрейм, у нас сейчас должно быть движение, цель которого потестить вот это значение 64,1. И в случае пробоя 62,5 мы уходим вот сюда, вот к этому уровню 55,5.
Так, переходя на дневной таймфрейм, здесь ситуация вообще не пессимистичная, она даже оптимистичная, в отличие от неделек. Здесь текущее движение, по крайней мере на этой неделе, оно нацелено на тестирование 74, вот этого значения. Критерий того, что это не происходит, коррекционный откат и пробой 68,9. Здесь уровень немножко другой, он от дневочки отличается. Так, друзья, далее Русгидро. По Русгидро здесь цель движения 85.61, она пока не выполнена. Поэтому весьма вероятно по Русгидро сегодня мы увидим движение 85.61. И, соответственно, сегодня или завтра движение с целью 86.50 потестить и пробить. Ключевая цель движения 94 в ближайшее время. Вот, соответственно, здесь, если происходит коррекционный откат и пробой 82-87, то вот этот набор и пошедший рост, он будет сломлен, и Русгидро уходит вот сюда, вот в район 80,67. Такой сценарий мне видится менее вероятным, здесь в большей степени напрашивается движение именно наверх. Друзья, все и так затянулось. Спасибо за внимание, удачных торгов, всего наилучшего.